Бабам! Ну что, ребятки, всем привет. А, Раз, два. Раз. Да, связь есть, отличненько. Что ж, рад приветствовать вас на моем канале, ребятки. Чебурослик, привет. Так, а у нас SnowRunner. Долгожданное продолжение. Понеслась по машинам. Так, ну что ж. Чекнем. Чекнем задачи на сегодня. Так, у меня... ремонт зданий. Хотелось бы мне выполнить сегодня. Но перед этим... О, зимний гост. Зимний год. Да, короче, перед этим... давайте найдем по желанию наших зрителей, горячо любимых, найдем БТР. Так, и БТР находится на карте Овраг. Так, но перед этим я бы хотел продать вот этого жуткого и ужасного монстра. Он мне дико не нравится, я его ненавижу. Так. Сейчас все сделаем, ребятки. Так, пока еще никто не подключился, я тогда без вас. Я просто его ненавижу. Меня зуб в одном месте начинается от его поведения на дороге. Сейчас ты бэхни на базу. Я избавлюсь с большой радостью от него. Так. Стоянка. Ух ты, какой ценник у него. 180 кэсов, офигеть. Разрабатывался как универсальный военный тягач. Если у вас есть такой автомобиль, то вы можете позволить себе и баллистический ракетный комплекс, легкий кузов и мощный двигатель, практически лишены явных недостатков и позволяет как штурмовать любое место, так и перевозить тяжелые грузы. Примечание: в избежание международных конфликтов не окрашивайте автомобиль в армейские цвета. Нет, он ужасный. Хотя у него мощность прямо дикая, но он супер стрёмный. Пока. Так, а что мне взять-то вместо него? И у меня тут стоят грузовички. Может, что-то другое прикупить? $96,320. Ценник у него конский, 129 тонн, офигеть. Он класс тяжелых. Тяжелых и бесполезных. Вот эти тягач по-любому. Все тягачи. Так, а что по вездеходу? КамАЗ. Тайга есть. Воронград есть. Ворон АЕ похож на Урал. Короче, брать-то нечего. Может... Я вроде находил, кстати,
Улучшение. Сейчас, секунду. Надо вспомнить, где у меня автомобиль находится. Находил улучшение для Воронграда. Тут может на него поставить. Кстати, надо вышки еще открыть. Было бы неплохо. Сейчас. Сейчас, гайз, все будет. Да, я хочу заняться вот этим. Он мне более симпатичен. Внешне и внутренне. Так, тпх. Давайте я качну его. Да, движок я открывал, ходил. О, подвеска. Найс. Кстати, надежность подвески улучшается, ребят. Все. Лишь бы он не переворачивался. Так, а что мы сможем поставить? 50-е. Вот так стоит 50-е колеса. Ясно. Так, а что еще можно? Платформа — это круто. Может, кран прицепить? Или мы сможем с краном гонять? Не вижу изменений. Так, а нет. О, стильно. Серийный, кстати, очень подходит. Может, серийный оставить? Просто серийный чертовски хорошо подходит. Так, ну и по кузову что? Пусть будет синий. Роскошный синий цвет. О. Ну это, короче, на втором месте у меня по... Нам, так сказать, на пьедестале почета. Это на втором месте после тайги, наверное. Выглядит, конечно, офигенски. Так, ладно, погнали. Спокойнем, как говорится. Так, подвеска улучшилась, он должен теперь идеально пролетать всякие неровности, выбоины. Нет. Все так же. Хотя оно ломается на 1%.
Теперь надо понять, насколько он... О боже мой. Насколько он устойчивый. Эта подвеска. А... Интересно. Здорово, Дресбу. Дресбу Гейм. Что за игра? SnowRunner? $15 литров? Серьезно? Чё? Как-то он ест прямо очень много. Офигеть. Интересно, сколько он будет с грузом хавать. Все 20? Нет, привет, спасибо. Спасибо за твой лайк и за дружеский визит. Здорово, Вадим. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Короче, у меня опять сомнения по поводу этой высокой подвески. А еще больше сомнений по поводу расхода топлива. Я ж пустой еду, какого хрена? Какой расход? Так, сейчас, секундочку. Дай момент. Так, лучше попробую. Так, сейчас обновлю. Так, ну все, погнали. Так, ладно, короче, этого здарейка оставим пока здесь.
И у нас есть задачка. У нас есть задачка на сегодня. А где наш скаут, дорогой? У нас есть задачка. Надо найти Яр. Так, а Яр у нас находится на карте овраг. Так. Вот он здесь. Пацифист называется. Ну, погнали. Так, овраг. Овраг. Давайте, ребятки, не забывайте ставить лайки или дизлайки. Самое главное — активность. Там комментарии. Комментарии. Еще раз комментарии. Так, здесь поворот. Так, а в следующую пятницу, кстати, небольшой анонсик. О, Вадим спрашивает, как дела? Слушай, Вадим, отлично. Ну как? Пойдет. 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 Спасибо, что спросил. Стоп. Дела нормально. Самое главное, чтобы у вас было все хорошо. Ребятушки. Ну что, поехали за БТРчик. Так, что там чат ожил, да? Да, он проперделся и работает. А, кстати, анонс. В следующую пятницу будет небольшой, так сказать, отдых от SnowRunner, и будет другая игрушка. Можно даже сказать, она легендарная. В пятницу узнаете, что за игра. Но она короткая. Часов 6, наверное, или 8, точно не знаю. Ну, объем маленький. 16 гигабайт всего. Немножко передохнем от SnowRunner. Повеселимся. Ну, как мне показалось, она такая веселая, непринужденная. Но сразу могу сказать, что это ремастер. Вернее, единственное, что я могу сказать, это ремастер. В пятницу я сделаю превьюху и уже увидите. Да ё-моё. Ночью вообще не чувствую автомобиль. Ощущение, что я везу полный багажник камней.
Тяжелый подъем. Тяжелый грязевой подъем. У меня сегодня весь день тематика про тачки. Про тачки, про перевозку грузов. Сегодня смотрел по Discovery про диких дальнобойщиков из Австралии. Как они там перевозят адские грузы на дикие расстояния. Сегодня сам перевожу груз. Не знаю, Вадим, посмотрим. Посмотрим. Но пока что максимально я собирал. Ну, вернее, не из-за стрима, а всего, получается. С видео 75 лайков максимум. Погнали. Погнали. Так, и где же ты у нас, дорогой пацифист? Вот здесь. Так, так. Кстати, это новая карта, по-моему. То есть она в патче 6.0 появилась. Может взять какая-то цистерну, зацепить. Вдруг придется его заправлять. Александр, привет, спасибо. Спасибо, что заглянул. Влепил славный лайк. Спасибо, привет. Со мной не получится, дружище. Холдовая заправка. Прям. Так, где этот пацифист? Здесь. Жестко. Жестко его засадили. Так, как... О, просто перемотный сервисный прицеп. Блин, так что мне придется в Воронград так, похоже, гнать. У меня уже такое предчувствие. Так. Сиба пишет почему. Ну потому что у меня не поддерживает кооперативный режим. Так. Бам-бам-бам. Бам-бам. Бам. Сюда. Стоит ли мне объезжать? Блин. Стоп. Вроде есть проезд. Потому что Сиба у меня игра куплена в торрент-магазине, дружище. Когда там чертов день, а? 3:30.
Обожаю работу подвески. Плюс колесико приспущено. Офигенно. Грязь. Так, вроде входим. Я его вижу. Я его вижу. Но тут проезда нет, как будто бы. Нет, очень узко. Паркур. А ты играешь в American Truck Simulator 2? Нет, Вадим, я не играю. Я на предыдущих стримах рассказывал, что я хотел ее, наверное, этим летом начать, но вышел SnowRunner, и теперь мое сердечко принадлежит ему. Так, блин, похоже, тут этот. Ладно, сейчас посмотрим. Так, пацифист, такое не часто увидишь. Переделанный военный бронеавтомобиль стоит уже ржавеет везде. Судя по всему, он там застрял. Если у вас получится его вытащить и починить, то можете оставить его себе. Туз Татарин 420. Принимаем. Блин, его надо вытаскивать. Так, отбуксировать туз в безопасное место. Окей. Безопасное место. А, ну благо недалеко. Так. Дайте сообразить. Сейчас мы канистру туда тоже отбуксируем сразу же, чтобы она не мешалась. Интересно, я смогу на Яре вытащить его? А? Какие у меня шансы, а, ребят? Блин. Так, секунду. Нет. Либерти не хватает. Короче, если я туда залезу, я не будет точно. Тут надо длинную лебедку. Так, не упасть бы. О! Зацепил. Найс. Смотри-ка, едет. То есть там что-то пляк получается на месте. Хватит, не хватит дури.
Такое ощущение, что он своим ходом вылезет. Нет. Так, ну только здесь. Опа. Опаньки. Изи. Че, блин? Немного застрял. Да. А, теперь второй этап, кстати. Стой, стой, не катись. Так, что нужно? Топляк и ремонт. Hello, Чебурос, спасибо. Спасибо за твой лайк. Так. Ремонт. Или что? Еще 100 единиц надо. И 250 литров топлива. Такое чувство, когда смотришь не стрим, а видео. Да, наверное. Прикольно. Прикольно. Так, ладно. А, ну топляк здесь у меня есть. Короче, да, топляк есть. Теперь надо где-то раздобыть сервисный прицеп. Есть маленький сервисный прицеп где-нибудь? Или такие вообще существуют? Так, где канистры, где топливо. Так, еще один сервисный прицеп. Вышка. Так. А что если я зацеплю к Яру эту огромную будку? Чем бы нет? Кто сказал, что так нельзя? Так, у меня, короче, пропал чат. Перезагрузил. Всегда с радостью. Спасибо, дорогой. Спасибо. Сейчас я немного позалипаю на местные красоты. А то бывает играешь, даже не замечаешь, как авторы стараются. Делают миры красивее, ярче. Нижняя шпонка. Еще одна. Ай. Нормальные герои всегда идут в обход. Что за песня? Так, я думаю, нет, я стопудово увезу его. Вопрос. Да. Вот таким макаром. По-моему, план просто идеален.
как по мне. Ах ты, блин! Ну и, по-моему, нельзя воспользоваться, надо же прицепить его к грузовику. Сейчас, секунду, чекну сразу. Да. Короче, это все пустое. Че, не закрывается почему-то. Отсоединить. Да. Ребятки, короче, это... Немного авторы усложнили жизнь. Какая-то из детства? Ну, блин, я не помню такую песню. Короче, разработчикам усложнили жизнь, придется гнать сюда. Гнать сюда тачку. Сейчас я еще раз просмотрю, вдруг найду какой-нибудь 5 цистерна. Может, до вышки доехать? Давайте доеду до вышки, вдруг там что есть. Может, там даст восполнить запчасти для Яра. Запасные части. Не, карта крутецкая тоже. Карта на 99% состоит из грязюки. Все понял. У тебя тематика такая, да-да. Спасибо, спасибо. Да, где-то налево надо повернуть. Опаньки. Серьезно? Какой-то еще грузовик. Я ж только за беттером поехал сюда. Как говорится, не гвоздя, не железо. Спасибо, спасибо. Чебуросток. Давай, Вадим, возвращайся. Так, и что это такое? ЦП. Вышка здесь. Это странная вышка, я ее не вижу. Хотя нет, она здесь. Сложно назвать это вышкой. Ну, ладно. Что за телега? Что это? Можно пересесть? Нет. Понял, надо сдачу делать. Старичок, судя по документам из старой шахты... О, Виктор, привет. Спасибо. Спасибо, дружище. Судя по документам из старой шахты,
Там должна была остаться, по крайней мере, одна машина, на которой подвозили оборудование. Найдите ее, а мы постараемся ее приспособить к делу. К делу. Награда, только опыт. Нет, нам ее не дадут. Нам ее не дадут. И что захотел? И БТР, и тачку. Так, ладно. Пока остановимся здесь. И нам нужно что... Блять. Почему здесь? Обратно ехать. Надо до темноты пригнать сюда грузовичок какой-нибудь. Не, карта красивая. Такая прямо приятная. Я бы даже сказал, уютная. Какой-то добытчик. Шахт, что ли? Бочки. Когда-нибудь я это сделаю. Но не сейчас. Так, ладно. Тпхаемся. Тпхаемся на овраг, болото, карьер. 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 Так, все по прямой. По прямой. И направо. Бэйн, здорово. Хорошо, давай удачных дел тебе. Удачного бизнеса, так сказать. Спасибо за твои пожелания и за лайк. Или, может быть, как-то говорить за твое одобрение или респект. Лайк это же как респект, проявление респекта. Ну, как мне кажется, уважение. Спасибо за твой респект, бро. Короче, этот Воронград прям супер офигенский выглядит и снаружи, и внутри, с этой европанелью. Но клаксон явно не от звука. Ну, звук клаксона. Грязюка. Адовая грязюка.
Короче, надо раскрыть потенциал этого грузовичка. Нужно искать еще один движок. И он, наверное, на карте Зимнегорск. Тогда можно будет по полной оценить его легендарную мощь. Кайф. Обожаю это дело, знаете. Эта беспечная езда, она, по-моему, никогда не надоест. Так, сейчас, секундочку. Так. Так, а что касается Евротрак симулятора, я по-любому должен поиграть в него. Только мне бы хотелось в новый поиграть Евротрак симулятор. Так сказать, в обновленный. О, так 2020-2021. С красивой графикой, все дела. И желательно на новой видеокарте. Извини, если я неправильно прочитал твой никнейм. Писчук. Надеюсь, правильно. Привет. Если неправильно, поправь. Давай жестко. Ну, кстати, на карту овраг идеально вписывается. Почему? Скорость низкая тут относительно. Ну, тут нельзя разогнаться. Подвески не страдают. Проходимость хорошая. Карта маленькая, поэтому без разницы, сколько он потребляет топлива, потому что топливо, в принципе, есть тут на карте. Так, теперь надо как-то спуститься здесь. Блин, почему здесь? Так неудобно спускаться, а? Так, ладно. Пониженная. А, все правильно. Спасибо за подписку. Спасибо, дружище. Если тебе нужна поддержка, я после стрима загляну к тебе. Так, мы не застряли? Блять, мы сели на пузика. Да. Благо есть православная лебедочка. Да, больше не поеду.
Чёртовы качели. Нет, есть. Дурацкое место, туда больше не едем. Так, а тем временем мы уже добрались до нижней шпонки. Жестко давай. Мощно. Не знаю, как вы, а я просто обалдею. Да, приходится целый прицеп тащить с запасными частями ради 100 единиц. Эй! Подвинься! Блять, стоп. Чуть не улетел. О, красавец. Здесь есть. Так, ну что, БТР, ты готов воскреснуть? Как птица Феникс. Так, ремонт. Запасное колесо, сервисный прицеп. Татарин. Так, и осталось заправить. Заправить. Сейчас, секунду. У меня целая спасательная операция, блин. Лука, привет, дружище. Спасибо за твою похвалу. За твой респект. Так, заправить. Источник, багажник. Ух ты, 300 литров у него, охренеть. Стоп. 300 литров? Охренеть, у него баки. Как у грузовика. Так, стоп, тогда мне нужна будет канистра. Ой, цистерна. Что я не посмотрел бы. 300 литров. Жесть. Но я дико предусмотрительный. Так, Вадим, что говоришь? Почти 20 лайков. Так, у меня показывает только 17. У меня, видимо, еще не обновилось. Не, ну это уже супер круто, согласись. Это не машина, это грузовик. Не, ну у него он же классифицируется как скаут. То есть хочешь сказать, что можно на нем таскать большие грузы? Вроде не похоже. Жми на газ и забудь про тормоз. Соглы.
Но это не здесь. Не на этой карте, я бы сказал. Как заправить? Все, сейчас мы точно оживим. Сейчас мы точно оживим. Татарина, наконец-то. Е. Послушайте, как он ревет. Машина-зверь. Ну что поделаешь, обещал, надо выполнять. Катайтесь на здоровье, награда, Татарин, 470 опыта и 2950 денег. Бакс. Прикольно. Так, ну что, испытаем его, ребят? Пересесть. Оуе. Я прям почувствовал себя в танк. Полный привод, дифференциал. Какой секс, а? О боже мой. Наверное, он еще и плавает. Да. Здесь он просто идеально вписывается. Блин, он прикольно. Что у него капот поднимается. Так. Светотехника. Эть. Нормально. Салон. Давайте осмотрим салон. Ну что, обычно военный грузовичок. Просторный прям. Вентиляция, все дела. Кайф. Кайф. Балдеж. Так, ну что есть? На жопе шерсть. Интересно, он прокачиваемый? А? Доставить на озеро... Доставить на озерный склад танковый прицеп. Так, ну это потом. Давайте, короче, чекнем, что он может. Может, его можно прокачать. Оу, нет. Это максимум. Максимальный движок. Коробка. О, коробку можно сделать. Найс. Подвеска. Стандартные шины. Стандартные. Но он, наверное, не переворачивается, поэтому поставим лучше. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Так, О, багаж. Найс. Да. Маячки. Колоксончик. Тонировка. О, я думал, тонировка на стёк. Так, еще света. Может, розовый? Не. Черный. Ух. По-моему, самый идеальный этот цвет. Камуфляж. Хорош. Погнали. Как он заводится, а? Балдеж. Ё-моё. А он не торопится. Он явно не торопится никуда. Так, сколько? 6 канистр и одна запаска и запчасти. Наверное, можно было и больше положить. Капец, он едет. 30 километров.
Дали бы хотя бы 40. Надо будет как-нибудь сравнить по проходимости, кто круче, Яр или Беттер. Ну, все это прокачать. Яр еще у меня, по-моему, не прокачан полностью. Не, бензобак, конечно, хороший у него. 300 литров. Можно, наверное, через всю карту проехать. Без заправки. О, хейтер заходил. Дизлайк поставил. Так, а что у него? Две оси поворачивают. Так, стоп. Этой. А нет, все правильно. Сейчас небольшое первое испытание для него будет. Капец. Охренеть. Просто легко. Капец, он читерный. Просто не замечает. Офигеть. Это жесть. Да. Короче, Яр просто рядом не стоял, ну, не валялся с ним. Не, я потом поставлю еще движок мощнее на Яра. Не то, что я увидел. Впечатляет. Не, возможно, они еще добавили плавучие свойства, как вариант. Там, по ощущениям, как будто бы он проплыл. Ну, блин, ну скорость добавили бы ему. Это еще плюс 10 километров. Это издевательство.
Ай-яй-яй-яй-яй. Подвеска все-таки хрупкая. Подвеска хрупка. Так, сейчас, короче, еще раз. Еще один тест. Тут есть небольшая заводь. Но уже сложнее. Хотя... Не, он реально плывет. Жесть. Как лягушка. Офигенски. Прямо супер. Так, ладно. Покатались немного, теперь к задаче. Надо что-то делать. Так. И, быть может, все-таки... Что-то я зря, наверное. Пока я не хочу переезжать в Зимнегорск. У меня еще овраг не открыт полностью. Может заняться ремонтом скважин. 580. Еще есть геологоразведка. На 260. И данные. Этого враг надо доставить к старым шахтам. Сервисный прицеп. А вот давайте сделаем вот это. Данные. А Зимнегорск оставим на потом. Все-таки что-то я не подумал, что это овраг, а это Зимнегорск. Блин, стоп, мы же на это не сделаем, да? Мы на это не сделаем. Спасибо, Вадим. Хочу пока, на этом стриме покататься по оврагу. Может, в конце стрима, когда я все задачи делаю в овраге, можно будет переехать, устроить большой переезд в район Зимнегорск. Так, как мне достать его? С какой стороны?
Так, похоже, героем этого видео будет не только БТР, но и обновленный Ворнград. Хотя там еще есть геологоразведка. Еще и на тайге покатаемся. Не забывайте, ребятки, ставить лайки и активно комментировать. Тут, может, какие-то мысли есть по этому поводу. Так, я проехал. Да, как обычно. Угу, здесь. Давай. Жестко. Угу. Здесь вам видно? Так, и что? Как я сюда протиснусь? Ладно, порыбачим. Давай, вылазь. Застрял. Такой здоровый улов, а? Так, далее. Брошенный шахт. Попробуй здесь подняться. А здесь спуститься. Так, здесь я, наверное, опять подниму. Почему бы нет? Ну что, Вадим, сегодня, похоже, на рекорд не пойдем по лайкам. Такое бывает. Может быть, в пятницу.
пятницу будет свеженький контент. Тяжело идет все равно. Надо движок. Подвеску поставил. Движок вроде поставил, но, видимо, не хватает. Сейчас режем. Доставим прицеп и дальше. Вот и все. Легко. Так. Данные, отличная работа. Сейчас шахту осматривают специалисты. Будем надеяться, что вся документация сохранилась. Спасибо за помощь. Пожалуйста, пожалуйста. Далее. Далее, что у нас по задачкам? Так, все-таки старичок все еще на месте. А, ну за нее такой опыт. Так, ремонт зданий мы оставим на следующий стрим. Так, 580 ремонт скважины и геологоразведка. Может быть, геологоразведка продолжим? Просканировать альфа, бета, гамма. Да, давайте, наверное. Маленькую сдачку сделаем, потом сделаем ремонт скважин. А дальше будет видно. Принять. Требуется пересесть на другой автомобиль. Так. Карьера. Так, тайга на месте. Просканировать геоданный пункт Альфа. Интересно, а где найти этот пункт? Стоп. Пункт Альфа. Это вообще здесь, на этой карте? А, это тоже Зенигорск, получается. Это тоже Зенигорск, гайс. Тогда ремонт скважин. Так, ну и это Зенигорск, то, видимо, сама судьба. Секунду. Скважин.
Просканируйте зону у старой буровой площадки. А, вот, все, найс. 830 метров. Старая буровая площадка. Старая буровая площадка. А где она? 830 метров. Может, где-то здесь? Тут все залито нефтью. Ну, по ощущениям, как будто бы. Возможно, сюда. А, да, кстати, 800. Так. И, похоже, все-таки нам придется переехать на карту Зенигорск. Так, кстати, так и не нашел я подвески для тайги. Может быть, на Зимнегорске она? Хотя я враг еще не обследовал полностью. О, Вадим, давай, спасибо. Спокойной ночи, кстати. Спасибо, что посидел. Жду в пятницу. Знаменитые деревянные дороги. Блин. Вот, кстати, тайге подвеска нужна, она как воздух. Я прямо чувствую, как брюхом цепляюсь.
Так, сейчас, секундочку, ребят, скажу до кухни, налью себе водички. Так, понеслась. Горло уже пересыхает. Нужна подвеска. Кстати, уже рассвет. Угу. Так, 300 метров. Мы уже близко.
Ага, есть контакт. 100, 125, 116, 90, 80, 70, 50, 51, 51. Понял. Если объедут, потому что там такой спуск херовый. Могу воткнуться носом и не выехать. Так. А вот здесь идеально. Так, 50, 52, 30. Ну, так уже здесь. 17. И изи, изи. Давай, бас-буст. Этап завершен. Доставить на старую буровую площадку крупногабаритный груз. Крупногабаритный груз. Что такое? Не понял. Ремонт скважин. Ох ты. Требуется сейсмик, брат. Стоп, не понял. Эту старую скважину забросили из-за снижения выработки. Однако новые технологии позволяют добывать трудноизвлекаемые запасы. Оцените потенциал месторождения с помощью сейсмовибратора. Стоп, старый бур. Стопы. Давайте чекаем. Что они хотят от меня? Крупногабаритный груз. Они издеваются. И чё, мне потребуется низкое седло, что ли? Так, стоп. Мне надо сюда доставить, идиот. Мне надо доставить сюда. Доставить отсюда. Крупногабаритный груз. Крупногабаритный груз. Сколько он занимает? Единицы 4, наверное. Ну это контейнер, наверное. 4 единицы. Блин, ну вы издеваетесь. Да. Что у меня есть? Груз. И тайга. Стоп, надо... придется, ребятки, ломиться в гараж. А может что-нибудь купить? Для выполнения этой задачи, а? Да. Серега, привет. Спасибо за поддержку, за похвалу твою. Так. Здесь мне тоже ни хрена нет. Так, нужен тягач. Нужен тягач. Так, видимо, время покупок опять. Ребятки. Так. Азов. Азов. Здорово, Рублевск. Спасибо. Спасибо за визит и похвалу. Может быть, прикупить какую-нибудь колобу. Но это супер какой-то адский тягач. Он медленный, наверное.
Я хз. Может быть 73210? Я хз. Блин, я не знаю. А, стоп, я же могу. Предпросмотр есть, алло. Так. Капец, он здоровый. Так, а что у него есть? Можно поставить движок, кстати. Подвеску. Подвеска стандартная. Модули. Высокое седло. Высокое седло. Он нам не подходит. Сорян, бро. Я, видишь ли, читаю комментарии на планшете на своем. Поэтому не прочитал четко. Рублевка, конечно же, рублевка. Поспешил, как говорится. Так, высокое седло, ну, он нам не подходит. Так, а вот этот? 73210. 73210. Капец, он длинный. На кой хрен ты такой длинный нужен? Так, модули. Капец. Ого. Прикольно. И низкая, и высокая, и кран. Это прям многостаночник какой-то. И тяжелый кран. Офигенский. Похоже, я себе нашел новую игрушку. Так, а что он по цене? И стоит еще так прямо демократично. 89 тонн всего. Так, ну, тогда давайте потратим немного денег. Так. Движок. Коробочка. Стандартная подвеска. Так. Раз есть бабосики, можно и потратить. Ух ты, запас. Так, мне надо низкое седло. Низкое седло. Охренеть! Низкое седло. Ой, низкое седло плюс кран плюс запас. Есть жир прямо. Прямо топовый комплект. Ладно, я не буду нагружать его излишне. Когда у тебя 14 уровень, игра пройдет. И игра пройдет только на 30%. Ну да. Вот прямо в этой игре, ну, в SnowRun или в этой версии они прям напихали всего по максимуму. Но у меня пройдено на 60, где-то на 60, на 65% игра. Но кабина его цепляется просто ужасно. Блин, Серега, ну камон. Я его сделал тут, и ты только сейчас об этом мне сказал. Ай-яй-яй. Ладно. Будем избегать, значит, всяких оврагов неприятных. Значит, больше прямых поверхностей, так сказать, надо искать для него. Так. Ну, я беру его чисто одну миссию, наверное, выполню, потом все равно что-нибудь другое возьму. Я не понимаю, зачем кондиционер в этой игре. Кто не знает?
Стальные пороги обязательно. Куда без них? Немного хрома. Для зимних карт он шикарен. А, ну вот видишь. Значит, пусть будет. Вот тем более деньги есть. Так, что еще? Противотуманки возьмем. И бампер. А, раз он цепляется, значит, ему нужен мощный бампер. Укрепленный, да? Так, и по красочкам. Плейфу, привет, спасибо за похвалу. И лайкос копилку, спасибо, дружище. Обожаю. Так. Расцветки все стандартные, могли бы хотя бы немного добавить больше расцветок. Выбор скудный. Не знаю. Меня прямо тянет на черные. Может, предложите мне какой-нибудь цвет? Я поставлю. Потому что я по-любому сам сделаю либо черный, либо вот оранжевый. Может, какой-нибудь предложите, гайс? Серега, что скажешь? Может, розовый? Голубой? Зеленый? У меня таймы пройден на 85. Аляска всего лишь на 5%. А-а. Коляну понравился. Мы с ним на 2 азовов фигачили по Кольскому полуострову. Ну, видишь, Рублев, я начал с чего я начал? С Мичигана, потом черно-оранжевый. Черно-оранжевый. А где он? Черно. Я начал с Мичигана, а потом на Аляску. И сейчас вот на Таймыр. Есть чисто... А, вот такой вот? Понял. Все. Серега, я поставил. Ох, какой самец, а. Ну, бампер это не его, сколько было. Ну, не отсюда. Явно не отсюда. Охренеть. У него задние колеса доворачивают. У него такой шикарный радиус поворота, наверное, гайс. Ого. Приятненько. Ну вот видишь, а я решил, так сказать, после Мичигана на Аляску. А сейчас вот Таймырчик. Так сказать, самое сладкое на потом. Ну, оставил себе. Таймыр, по моему мнению, такой прямо офигенский. Офигенские карты на Таймыре. Душевные. Красивые. Грязюки много. Плюс тут техника такая. Ай. Так, кстати, салон не посмотрел. Ты смотри, чё. Шикарно. Тут целый спальник. Гена. Кстати, обзор крутой. Из кабины. Бескапотные грузовики вообще топ. А мне эта дорога так и не нравилась из-за камней. Да блин, я думаю, она всем не нравится. Подвеска постоянно отлетает. Но тут больше не камни, тут видно, что эти выбоины в дороге.
Их вроде бы не видно, а они прорисовываются просто позднее немного. Ну и камни, камни, да. Камни бесячие. Добавили они бы тут какой-нибудь грейдер, я не знаю, отвал бы. Проехаться один раз по дороге. Всю эту сторону убрать и кайфовать. Я как будто парю над дорогой. Едет очень легко и мягко. Кстати, стоит 90 кэсов, а такой прям многофункционал. Ай. Не, если они сделают какой-нибудь трактор, типа, я не знаю, ну, типа тот же самый грейдер с отвалом диким, чтобы можно было грязюку убирать. Блин, мое почтение. Или снег. Чтобы можно было снег убирать. Какое безумие будет. Да, да, тут все обновляется. Так вот я и говорю, было бы круто, если бы все это сохранялось бы в памяти. Симбиоз, привет, спасибо. Спасибо за твою похвалу, за респект, за просмотр. Так, ну-ка. Прям как беттер проходит. По грязи так же легко. Так, сейчас посмотрим, как Серега он цепляется. Нос у него такой себе, да. Выступает. Так вот, я сегодня как раз, ну, в начале стрима доставал БТР, тоже пролетел по этому участку дороги, так же как БТР пролетел, ну, без проблем. А, ты уже прошел всю игру? Поздравляю. Ну, жди до обновления. Ну, вернее, я тоже пройду ее и буду ждать обновления, тем более они обещали. Так, а что касается дороги, я тоже хз. Для чего-то нужны эти колеса шоссейные. Может, они в будущем добавят, типа, как в Евротрак симуляторе, что-то подобное. Небольшие перегоны, ну, из одного города в другой. Кто знает, почему бы нет? Сделают конкурент. Тем более у них все есть для этого. Осталось только сделать населенные пункты.
И новые карты. Да, я понял. О чем ты говорил? Я только что воткнулся. Да. Капец. Капец он цепляет. Ему подвеску повыше поднять бы. В идеале. Ну, возможно, это только единственный минус его, да? Ну, один из минусов, возможно. По расходу, кстати, нормально. Баг большой. Не, ну в целом, согласись, игра-то оптимизирована. Игра прямо хороша. Есть какие-то баги, но не влияет на, так сказать, на производительность. То есть железо тянет без проблем. И физика, и графика достойная. Я правильно еду? Надо выбрать дорогу поровнее, наверное. Здесь? Да отмечайся. Здесь? Через лесопилочку? Так, и сюда. А, блять, ну зачем сюда? Мне же нужно... Ой, ё-моё. Мне же надо туда ехать. А, блять. Прежде мне надо зацепить вот этот полуприцеп. Не забыть. Кстати, вон мой татарец стоит. Тут фишка есть, если без седла в магазин прицепа заехать, оно автоматом под прицеп ставится. Вот была игра одна в бете, она у меня тянула 60 кадров на максималках. После выхода в релиз 120 кадров. Так, ну-ка. Короче, на этой технике отвал не нужен, он сам как отвал. Так, ну, блин, возможно, мне придется помаяться. Но нос я точно разобью ему к концу поездки. Дэнди Плей, привет, спасибо. Спасибо за похвалу, за лайк и за визит.
Ну, пока что из плюсов дикий радиус поворота. Ну, как дикий, хороший. Его многофункциональность. Низкий расход. Хороший бак. Ну, проходимость достойная. Ну, кстати, я бы, наверное, не сказал, что это какой-то минус. Что он так вот цепляется за все. Просто он не под эту карту, наверное, заточен. Все-таки он бы, наверное, подошел для Аляски или для Мичигана больше. Для равнины. Как подвесочка играет. Блин. Чем он там цепляет? Колян дрифтовал. На летней резине, что ли? Ну, вернее, без цепей. Не, ну мне нравится эта фишка, по-моему, только у него, да, она есть. То, что вот задний колес тоже поворачивает. В начале стрима делал анонсик на следующую пятницу. Немного передохнем от SnowRunner. Будет новая игрушка. Там часов 6, по-моему, прохождения. Небольшая такая, так сказать, фановая игрушечка. На пару стримов. Так, я проехал? Да, я проехал. Это одна дорога. Блять, спасибо. Спасибо. Блин, Саня, спасибо. Я такой еду, блин. Балдею, смотрю на достопримечательности.
Спасибо, Саня. Сейчас бы мне жопа сгорела, когда бы я приехал туда без прицепа. Так, где он? Да, все-таки со зрителями хорошо проходить, подскажут. На всякий случай. Согласен. Не, ну хотя они могли бы сделать хотя бы на заправках какую-то цену. Ну, я не знаю, символическую, условную цену, чтобы, ну, хоть какое-то действие совершалось. Деньги куда-нибудь тратились, а то они лежат мертвым грузом. Не знаю, там 15 литров за галлон, 15 центов за галлон. Ну, как вариант. Ну, чисто только на заправочных станциях, да. Ну, здесь на таймере, наверное, за рубли бы сделали, было бы круто. Может, зря эти подножки поставил. Он прямо ими цепляется. Видно, что он и не мятый все. Так, ясно. Ладно, проехал. Не, еще бы, если бы игра бы, ну, типа, обновлялась бы, ну, в том плане, что цены на бензин были бы как, ну, схожие бы, как в реале. И они бы обновлялись, соответственно, 45, 50 литров. То есть были бы привязаны. Было бы интересно посмотреть на это. Сколько там оно сейчас? Сколько оно стоит сейчас? Дистопливо. Около 50 же. Так, я туда еду? Налево. Да-да-да, и девушка. Карвош на заправках. Ну, типа, заезжаешь туда, ну, или подъезжаешь с заправки на этот квадратик, наезжаешь и какая-нибудь, типа видео такое визуальное
Где девчули моют. Так как он себя на болоте покажет. Без проблем. Короче, грязь — это его стихия. Он прямо плывет по ней. Червячок. Серега Кориан сегодня на работе. Так, бытовочки. Колян пока на самоизоляции. Все еще на самоизоляции? Он просто рассказывал, что у них вроде как неделя. Блин, прям на песках. Так, о чем мне? Надо развернуться ж как? Мы на работе с отхода пили, так что дверь не открывалась, водитель через форточки лазил. Так, а Садко это что такое? Напомни. Ё-моё. Как я неудачно стал залез, гайс. Песочек рыхлый, влажный. Чувствую, сейчас засажу.
А, газ. Двухмостовой. А, все, вспомнил. Садко. Ё-моё. Чё-то как-то никак. Кстати. Ну-ка. Сейчас был небольшой эффект ножниц, поэтому не удалось не проехать. Да, я опять воткнулся. Просто нужен небольшой кач. Так. С такими же колесами, здоровыми, дутыми. И не зацепиться. Блин, беда, я засадил его. Не, ну он едет. Не, ну в игре они такие прямо шустренькие. Проходимые прямо. Да ё-моё, ну что такое, а? Так, а если на пониженную? Капец, я заехал, конечно. Не понимаю, зачем он там цепляется. Наверное, всем брюхом. Так, ладно. Сегодня Discovery смотрел про дальнобойщиков австралийских. У них такие прицепы крутые, прямо офигенные. С гидроподвеской прицеп. Они прям поднимаются задние колеса на 1-2 метра, наверное, над землей. Да едь! Наверное. Наверное, не хватает. Наверное, не хватает, да, иконок.
вообще не едет. Зря, наверное, сюда заехал. Чёртов песок. Один часов вечера. Я тебя прошу, едь. Нет, я застрял. О, кстати. Нет, тайгой не хочу. Спасем БТРчиком наш. Не зря же я его сегодня открыл. Да. Как быстро доехать? Надо бежать в деревню либо за трактором, либо за БТРчиком, как в моем случае. Так, здесь. И... Нет. Или я проеду? От прицепа вперед. Я хочу это татарина вытащить его. Не зря же я взял его специально. Какая зверюга простаивает, а? Правда, он гад медленный. Но мощный. Самую нижнюю и колесами крутить. Так я вроде так крутил колесами. Так, я проехал, кстати, поворот. Спасибо, привет. Со мной нельзя, дружище, у меня же нету кооператива. Чья военная полиция поможет? Блин. Почему нет кооператива? Ну, потому что у меня игра куплена в торрент-магазине.
Чего он так скачет? Как козлик. Спасибо, Лука. Да я так и так даю, ну максимум 30 км. Больше разработчики не дали ему. Я с такой подвеской я бы, наверное, разбился, если бы он бы разгонялся до 40 км в час. Такое ощущение, что движок вот как раз таки от трактора стоит. Звуки такие же. Кстати, да, вполне возможно. Колес нет. Кто-то там сварочником работает. Срезает железо. Так, стоп. Достает магнитолу. Что за место такое, а? Я выбрал, как обычно, неудачное. Вроде на карте есть проезд. Значит, сделаем. Роман, привет, спасибо. Спасибо за лайк, за похвалу. Слишком немного поворотов сделали на этой карте. Прямо чересчур. Нас явно бы... У нас явно бы напрямик бы, если бы были бы какие-то те же самые нефтяники или буровики, они бы напрямик бы через, ну, просто прямая дорога была через лес. Без этих зигзагов. Если бы им надо было сделать дорогу. Я вообще еду правильно, нет? Да, почти доехал. Что за груз и куда везем? Пока груза нет. Я еду спасать одного товарища.
который застрял в песках. Почти доехали, ребят. Он просто парит по грязюке, ему еще пофиг. Так, мы приехали. Ну что, блин. Спасательные работы. Сейчас легко выдернем, стопудово. Изи, просто изи. А? Легко. Прям моща. Так, груз. Теперь осталось выбраться отсюда. Ясно. Не зря я приехал на Татарин сюда, похоже. Как в воду глядел. Ща, Роман, доедем. Просто легко. Может, не так и ехать? Согласен. Без ДПСников тут намного лучше. Так, груз я взял. Почему он отмечен, как будто я все еще не погрузил его? Странно. Не, хотя давайте посмотрим, сможет ли он без Татарина справиться. Интересно же. С другой стороны, ДПСники, ну, тут скорости минимальной, тут даже штрафовать не за что. Ясно. Блин, серьезно? Короче, ладно. Неудачный выбор сделал. Неудачный грузовик. Будет грустно, если все пропадет. Да ладно. Не будем расстраиваться. Не пропадет.
Не, кстати, отличный тягач. Сейчас я вытащу его из грязюки. А может дальше своим ходом. Он даже сопротивления никого не замечает. Просто прет. Короче, татарин прямо имба. Лишь бы груз не потерять. Давай, Рома. Спокойной ночи. Так, ну все, надеюсь, дальше он сам. Спасибо, Роман. Давай. Не позорься, машинка. Теперь я понял, почему она стоит 90 кэс. Если бы они поставили бы ее на более высокую подвеску, это бы тоже было бы лютое имбище. И с более, ну, с другими колесами. С другим протектором. А в целом машина хороша. Давай, Роман, давай. В пятницу забегай. Будет новая игрушка. Немного передохнем от SnowRunner. Где заезд? Да, прямо здесь заеду. Наконец-то. Получай. Хорошо строят, быстро, качественно, надежно. Спасибо, судя по этим данным, тут есть запасы. Если это подтвердится, то можно надеяться на повышение. Мое повышение, разумеется. Так, спасибо за 4850 и за 580 опыт. Так, ну что, ребятки, уже 40 минут. Извиняйте, но будем заканчивать. Сегодня отлично покатались.
Немножечко не то задание выполнил, которое я хотел. Так, сегодня у меня была так задача за... какая у меня задача была? Ремонт скважины. Ремонт скважины. Следующая задачка будет у нас, наверное, уже ремонт здания. И поедем мы в Зимнегорск. Но это будет через пару стримов. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну, все, что нужно сделать, я думаю, вы знаете. Как говорится, спасибо, что смотрели. Да. Увидимся в пятницу. И пока-пока. Давай, Серега. Спокойной ночи. Увидимся.